Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня 11 апреля, сегодня у нас с вами четверг, денежный день. При этом во всех сферах, которые вы коснетесь, сегодня вас ждет удача, новые возможности, новые контакты. Поэтому постарайтесь провести этот день в радости, в удовольствии. И обязательно не забудьте сегодня говорить всего лишь два слова, которые помогут вам сонастроиться с энергией Вселенной и привлечь изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Хотим всех поблагодарить за донаты. Друзья, нам очень приятно. И сегодняшняя фраза, которую мы рекомендуем вам прописать, активировав ее в комментариях под этим видео, и она звучит следующим образом. 11 апреля – день, когда деньги находят меня словно магнит. Я, ваше полное имя пишите, притягиваю изобилие и процветание в свою жизнь с легкостью и радостью. Истинно да будет так. Обязательно прописывайте эти волшебные слова. Вы так быстрее сможете притянуть вот те блага, которые вам нужны. Еще раз. 11 апреля. День, когда деньги находят меня словно магнит. Я, ваше полное имя, притягиваю изобилие и процветание в свою жизнь с легкостью и радостью. Каждый из нас хочет иметь больше денег. И это, знаете, является таким вот универсальным желанием для многих людей. И это люди желают независимости от социального статуса, возраста или профессиональной деятельности. И, конечно же, каждый человек стремится к чему? К лучшему материальному благополучию. И вы знаете, вот именно этот день, 11 апреля, вот он один из таких дней. Это день денежный, это день финансового благополучия, это день привлечения и изобилия. Дело в том, что в этот день будут происходить какие-то особые финансовые события. При этом финансовые события у каждого будут по-своему. Например, у кого-то откроются новые возможности, кому-то предложат дополнительный заработок, у кого-то будет благоприятный день во всех смыслах. И вы должны понимать и то, что в этот день вам нужно будет произносить два слова, о которых мы поговорим далее, потому что именно это два слова привлекут к вам финансовое изобилие. Дело в том, что в этих словах и кроется вот эта энергия, которая способна изменить финансовое положение человека. Но вы должны понимать, что любые слова, которые вы сегодня произносите, вы должны это проделать с любовью, с радостью. Ни в коем случае ни с кем не ругаться, не спорить, не доказывать. Энергетика этого дня, она достаточно такая сильная, но в то же время вы должны понимать и осознавать, что если вы будете ругаться, спорить, конфликтовать, вы сами закрываете вот эту, знаете, как закрываете дверь, вот эти новые возможности, которые появляются у каждого человека. Поэтому, если вы видите, что кто-то вам хамит, кто-то с вами сегодня ругается, кто-то вам говорит не очень добрые слова, в этом случае просто улыбнитесь и пожелайте человеку всего того, что он вам желает. И развернитесь и идите своей дорогой. Но больше даже в адрес этого человека ничего не говорите. Не разрешайте, чтобы вашу энергию он трогал через слова, через какие-то посылы. Это нужно понимать. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно понимать и осознавать, что вы хотите заиметь в ближайшее время. Кто-то хочет здоровья, кто-то счастья, кто-то любви, кто-то денег, благополучия и так далее, и так далее. Вот просто сейчас, после просмотра этого видео, вы поймете в конце, почему. Подумайте о том, что бы вы хотели иметь в жизни. И вот Вселенная сегодняшний, в этот день обязательно вам поможет. Но вы должны сами для себя принять решение, почему вам это нужно, для чего. Потому что очень часто, когда мы общаемся и проводим консультации, или когда задаешь человеку вопрос, а для чего вам нужны деньги, вы знаете, многие не могут ответить, ну вот просто так, мне нужно, а для чего, для каких целей, что вы хотите? Потому что как только вы заявляете какой-то определенной цели, ну, конечно, не цель полететь на Марс или на Луну, а более реальная, то Вселенная делает все то, чтобы вы этого достигли. Конечно, вам тоже нужно прикладывать усилия, без этого никуда. Но как только вы начинаете, знаете, делать маленькие шаги, перед вами открывается дорога, и по этой дороге вы начинаете видеть какие-то
неприятности, где-то вы видите, что у вас как будто кто-то тормозит, а где-то у вас получается быстрее осуществить те или иные мечты. И это нормально, потому что все мы с вами проходим какие-то определенные жизненные уроки. И когда вы это осознаете и поймете, что иногда вот мы с вами спешим, да, спешим жить, спешим что-то попробовать, спешим что-то купить и так далее, и мы не наслаждаемся каждым днем. И в один момент Вселенная это начинает по-другому у нас забирать, что-то делать по-другому, нам это начинает не нравиться, мы начинаем быть недовольными и злиться. Этого не должно быть, мы все должно принимать просто с благодарностью. Также обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами растущая луна в знаке зодиака Близнецы, и у нас сегодня с вами 3-4 лунные сутки. Луна в знаке зодиака Близнецы уже будет действовать уже во второй половине дня, но также вы должны и понимать и то, что сегодня будет по энергетике достаточно интересный день. Дело в том, что растущая луна, которая находится в знаке зодиака Близнецы, это нам создает вот такую вот комбинацию определенных энергий, которые будут влиять и на нашу жизнь, на наше поведение, на наше здоровье. Кроме того, сегодня вы можете начинать делать первые шаги к осуществлению ваших планов и ваших целей. Сила Луны стимулирует ваше стремление к саморазвитию и к достижению успеха. В знаке зодиака Близнецы Луна придает нам энергию коммуникации, общения и обучения. Поэтому сегодняшний день благоприятен для того, чтобы вы общались с окружающими людьми, с окружающим своим миром, с теми, кого вы любите, кого вы цените, кто вас поддерживает, кого вы поддерживаете. Обменивайтесь сегодня информацией, расширяйте свои знания. Если вы чувствуете, что вы все знаете, разбираетесь, начните разбирать новую какую-то сферу вашей жизни, которая, возможно, как-то взаимосвязана с вами. Вы поймете, как у вас это будет получаться. Многие люди игнорируют, думают о том, что, ну, например, мастер по маникюру, он думает, что он идеален, но он все знает, он побывал на всех курсах и так далее. Но если, например, рассказать о том, что сейчас на рынке в такой-то стране проявляются вот такие вот тенденции, мастер скажет: о, мне это не нужно, потому что меня это не коснется. Но когда человек об этом знает, и с ним начинаешь разговаривать, ведь это интереснее, то человек узнает, познает мир, и он постоянно находится в тренде. Так и у вас должно быть. Помните, пожалуйста, об этом. Кроме того, этот день нам добавляет определенные такие сюрпризы, особенности этого дня. В чем же они проявляются? Дело в том, что сегодня та энергия, которая идет с космоса, она достаточно активная и дает людям решительность. Поэтому сегодня многие будут более целеустремленными и решительными в достижении своих целей. Но также обращаем ваше внимание, что сегодня у нас есть и определенные негативные аспекты, которые стоит учитывать при планировании этого дня. Дело в том, что влияние Луны в знаке зодиака Близнецы приводит нас к чрезмерной уверенности в себе и стремлению к слишком амбициозным целям. Мы можем стать слишком настойчивыми или какими-то растерянными в своих действиях, что может привести к конфликтам и проблемам в общении с окружающими людьми. Кроме того, вы знаете, что знак зодиака Близнецы это также может нам добавлять такое вот непостоянство, непредсказуемость в нашем поведении. Некоторые люди могут испытывать трудности в концентрации и фокусировке на конкретной задаче или избытка каких-то идей и информации, которые поступают к вам. Поэтому это может затруднить ваше принятие каких-то важных решений и ваших действий. Также сегодня нужно быть очень осторожными с физической активностью и с рискованными мероприятиями, потому что есть, к сожалению, вероятность получения травм или несчастных случаев из-за неосторожности. Обратите на это особое внимание. Что же касательно лунного календаря здоровья, то обращаем ваше внимание, что сегодняшний день, когда организм активно восстанавливается, а клетки быстрее обновляются, а процессы регенерации сегодня намного усилены. Поэтому сегодня прекрасный день для начала того, чтобы вы вводили новые привычки касательно здоровья. Это может быть, например, спорт, это может быть здоровое питание. Постарайтесь сегодня отказаться от каких-то вредных привычек. Конечно, это кардинально сложно. Например, попробуйте сегодня меньше употреблять сахара или, возможно, попробовать ввести какие-то фрукты, овощи. Конечно же, не надо это все сразу пытаться себя напичкать, по чуть-чуть, потихонечку. Кроме того, сегодня растущая
Луна в знаке зодиака Близнецы может усиливать чувство голода и жажды. Поэтому сегодня еще и важно следить за своим режимом питания и употребляйте сегодня, пожалуйста, достаточное количество воды. Кроме того, наш организм сегодня более чувствителен, реагирует на пищевые добавки и на лекарства, поэтому стоит быть осторожными с их употреблением. Кроме того, знак зодиака Близнецы придает нам энергию общения и активности нашего ума. Поэтому сегодня прекрасный день для интеллектуальной деятельности, для обучения, что благоприятно, кстати, сказывается на нашем психическом здоровье. Поэтому сегодня занимайтесь умственными упражнениями, читайте книги, которые вам, возможно, интересны, общайтесь с интересными людьми. Это поможет развивать ваш мозг и укреплять вашу нервную систему. Также уделяйте сегодня внимание физической активности. Это поможет поддерживать ваше хорошее физическое состояние и повышать выносливость вашего организма. Но также помните о том, что если вы сегодня решили стать на путь истинного здоровья, то интенсивные тренировки и физические нагрузки могут привести к перенапряжению и травмам. Поэтому важно слушать и слышать свое тело и уметь остановиться вовремя. И тогда вы будете совсем по-другому себя воспринимать. Что же касательно лунного календаря денег, обращаем ваше внимание, что сегодняшний день, когда растущая луна ассоциируется с периодом расцвета и развития. Поэтому сегодня благоприятный день для новых начинаний, для того, чтобы заниматься развитием своих новых каких-то финансовых потоков, для инвестиций. Также сегодня хорошо приумножать свои деньги, расширять те возможности, которые у вас появляются. Также сегодня хорошо проводить деловые переговоры, подписывать выгодные контракты, заключать выгодные сделки. Кроме того, сегодня под влиянием знака зодиака Близнецы финансовые решения могут приниматься намного быстрее, намного легче, а коммуникация с партнерами и с клиентами может быть наиболее продуктивной. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Да, в некоторых моментах сегодня, ввиду того, что все-таки знак зодиака Близнецы, он не постоянный, он двойственный, у некоторых людей может возникать повышенная нервозность и неуверенность в каких-то в решениях. Поэтому здесь вам важно сохранять спокойствие и разумный подход к финансовым вопросам, избегая рискованных операций и спонтанных каких-то инвестиций в какие-либо дела. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит карта Таро на этот день, 11 апреля. Итак, друзья, это, как мы уже сказали ранее, сегодня все-таки такой вот яркий день, необычный день, денежный день, и карта Таро нам это подтверждает, потому что выпала карта Звезда, а это значит, день будет насыщенный, и эта карта символизирует, знаете, как надежду, вдохновение, символизирует еще и светлое будущее, то есть перед нами открываются сегодня новые возможности и благоприятные перспективы. Ваши мечты сегодня могут начать сбываться, а высокие цели станут более достижимыми. Кроме того, сегодня важно верить в себя и в свой потенциал, освободиться от страхов и сомнений и постараться идти вперед с уверенностью и с оптимизмом, и у вас это обязательно получится. Кроме того, старайтесь в этот день обнаружить новые источники вдохновения, которые помогут вам раскрыть ваш внутренний потенциал и обрести глубокий смысл. Кроме того, будьте сегодня открыты к сотрудничеству и к поддержке. В этот день вы можете обнаружить, что окружающие люди готовы вам помочь в ваших усилиях и поддержать вас на вашем пути к достижению цели. Поэтому будьте открытыми для поддержки и для вдохновения. Поэтому не стесняйтесь сегодня обращаться за помощью, если это, конечно же, необходимо. Помните о том, что Вселенная всегда рядом с вами, она готова вам помочь. Теперь давайте посмотрим о советах, которые дает Архангел Михаил на этот день, 11 апреля. Итак, первый совет, друзья, это то, что нужно быть нам сегодня проницательными и внимательными к сигналам, которые посылает нам Вселенная. Возможно, вы будете получать знаки, ощущения, которые будут указывать на правильный путь в вашей жизни. Поэтому будьте открытыми для этих сигналов и доверьтесь своей интуиции. Кроме того, сегодня нужно быть решительными в достижении своих целей. Архангел Михаил, как вы знаете, символизирует силу и мужество. Его
его энергия дает нам уверенность в своих силах. Не бойтесь стоять на защите своих убеждений и действовать с решимостью в поисках своей истины. Также не забывайте о духовной природе вас и поддерживайте контакт с высшими силами. Сегодняшние молитвы, внутренние размышления, медитация – это поможет вам обязательно укрепить связь с духовным миром и получить вдохновение от высших источников. Друзья, ну а теперь давайте вернемся к нашей практике, к тем двум словам, которые мы рекомендуем вам сегодня говорить. Итак, первое слово, друзья, это «благодарю». Где бы вы сегодня не были, что бы вы ни делали, обязательно говорите слово «благодарю». Благодарю. И это благо обязательно появится в вашей жизни. При этом не обязательно от тех людей, которых вы сегодня благодарите. Это нужно делать всегда, каждый божий день. Но именно 11 апреля, вот именно слово «благодарю», оно очень важно, и идет прямо вот сильный поток энергии из космоса, который поможет вам правильно вместе сонастроиться. Но опять же, если вы расстроены, если вы чем-то недовольны и будете говорить слово «благодарю», то вы искривляете энергетические потоки. Поэтому вот мы в начале видео сказали о том, что, пожалуйста, будьте сегодня в радости, в удовольствии. Ну и второе слово, которое мы рекомендуем вам сегодня говорить, друзья, это изобилие. Где бы вы сегодня не были, что бы вы сегодня не делали, даже если вы рассчитываетесь сегодня в магазине, в этот момент просто скажите про себя изобилие, то есть чтобы денежные потоки обязательно к вам возвращались. Например, вы сегодня разговариваете с подругой, и подруга вам делится с какой-то с вами новостью, яркой, хорошей, доброй новостью. Про себя скажите изобилие. Вы тем самым приумножаете свои потоки энергии и отправляете их в космос, и они обязательно к вам вернутся. Вот такой, друзья, у нас с вами замечательный, прекрасный день. Пожалуйста, в комментариях не забудьте прописать следующую фразу, о которой мы сказали. 11 апреля, день, когда деньги находят меня словно магнит. Я, ваше полное имя, притягиваю изобилие и процветание в свою жизнь с легкостью и радостью. Истинно да будет так. Также обязательно ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.